Привет, друзья, с вами Михалыч, а в этом видео я хочу вам рассказать, как ни в коем случае нельзя использовать монтажную пену, потому что с этой проблемой сталкиваются очень многие, и сразу хочу объяснить почему. Как вы знаете, монтажную пену применяют во многих сферах. Главное ее, в принципе, назначение — это при монтаже дверей и окон задают все пространство, и она служит для уплотнения. Также многие используют монтажную пену для приклеивания пенополистирола, как я это показывал в своих видео при утеплении фасада, а также для приклеивания газоблока при строительстве. А в строительстве, как вы знаете, самый главный ярый враг — это спешка. А почему я это сказал? Да потому что многие спешат построиться, либо утеплиться, либо установить окна или двери, вне зависимости от того, какая погода. Например, вы сейчас видите, у нас летает снег, температура где-то в районе 0 плюс 1, при том, что на дворе январь, но у многих уже руки чешутся быстренько начинать делать ремонт. Уже как бы плюсовая температура, можно в принципе и работать. Но в этом-то и кроется вся проблема. На монтажной пене указано, что летняя пена может использоваться при минимальной температуре плюс 5. А все же это принимают как плюс 5, плюс 4, в принципе сойдет. А имеется в виду производителям, что вы ее используете при температуре где-то плюс 10, плюс 8, а минимальная температура суточная должна опускаться до плюс 5, а не наоборот, что вы используете ее при плюс 5, а ночью у вас минус, либо же 0, то тогда с пеной будут проблемы. И сейчас я покажу какие. Пена у меня сейчас, она теплая, она вынесена из дома. Конечно же, многие из вас могут сказать, что есть пена для минусовых температур, минус 5, минус 10. Но, друзья, данная пена при минусовых температурах, это для тех, кто еще ни разу ей не работал, плохо выходит из баллона. Ее тоже перед работой нужно подогревать, чтобы она нормально расширялась. И давайте же наносим, смотрите. Как по инструкции, хорошенько взбалтываю пену и наношу на поверхность уличной температуры. Теперь ожидаем время высыхания, и я вам продемонстрирую, что происходит с пеной, когда на улице плюсовая температура, плюс 1. На улице, как видите, еще сильнее потеплело. И давайте посмотрим, что же случилось с нашей пеной. Давайте так, чтобы было понятно. Она, в принципе, как бы затвердела, но посмотрите, что с ней происходит. Она крошится. Она просто как сухарик, если вам слышно. Вот что с ней происходит. Она просто замерзла. И такая пена у вас служить нормально не будет. Представьте, вы взяли, установили двери, либо же окна, казалось бы, в плюсовую температуру, плюс 1, плюс 2. Но эта пена не застыла, а замерзла. Превратилась просто в труху. Затем вы сделаете откосы внутри и снаружи. А следующей зимой при отоплении поймете, что же такое. Окна плачут, на подоконнике куча воды, также и над дверями будут у вас большие проблемы. И это я не говорю о том, что если вы будете приступать к утеплению фасада, не дождавшись нормальной положительной температуры, а также к постройке дома, например, будете уже клеить газоблок, когда температура воздуха будет около плюс 5. Как вы уже поняли, такой дом тоже быстро развалится, потому что он не склеится, а просто замерзнет. Так что это видео было для вас как предупреждение. Не нужно использовать материалы даже при плюсовой температуре, при плюс 5, если вы хотите, чтобы ваш дом, либо то, что вы строите, либо же делаете, прослужило вам очень долго. И это касается, даже если вы наняли людей, которые вам говорят: а, нормально, мы не один дом так построили. Я бы с такими строителями и установщиками окон и дверей не связывался. Даже та пена, которая используется при минусовой температуре, она в конечном итоге не будет обладать такими качествами, как обычная монтажная пена, запененная в плюс 15, в плюс 20. Поэтому, друзья, мой вам совет из личного опыта: ни в коем случае не спешите. Спешка — это враг строительства. Все делайте по своему времени, все делайте по уму, и будет вам счастье. Поэтому, друзья, на этом у меня все. До встречи в новых видео. Я же вам желаю хорошей и легкой работы. Пока.